Тема посвящена кожным заболеваниям, и я расскажу вам про аюрведическую терапию при кожных заболеваниях. Это очень интересная тема, она, конечно же, очень актуальна у нас в России, и учитывая наши климатические особенности, ну, во-первых, зимой холодно, кожа сухая, летом у многих людей, у которых есть проявление питы, наоборот, происходят какие-либо высыпания, раздражения. Но и так как люди зачастую перерабатываются, это также ведет к различным расстройствам, начиная от сухости и кончая дерматитов и псориазов, когда человек слишком много работает и перевозбужден. Итак, мы с вами разберем лекарственные травы, гриты, масла и препараты при заболеваниях кожи. С точки зрения сушруты самхиты, чарака самхиты, когда они описывают группы заболеваний, интересно, что и в чарака, и в сушруте такой подход, они разделяют заболевания на различные группы. Так же, как и травы на различные группы. Допустим, есть группа трав, которые там рекомендуются при куштавьяде. Кушта – это кожа, ну и вьяде – заболевание. То есть получается группа различных заболеваний кожи. У многих из этих заболеваний, вот этой группы, примерно одинаковые причины. То есть причины, связанные с питанием, причины, связанные с дисбалансом. В основном питы, но также и других дож, потому что если сухость, то, конечно же, здесь проблемы с ватой. И также методы лечения, они очень похожи и идентичны. Итак, первый препарат Кустха-хар йог-чурна. Ну, кустха немножко просто по-разному называется, как и группа, так и сам препарат. Классический препарат аюрведический, который относится именно к кожным заболеваниям. Причем заболевания различного вида, начиная там, от просто каких-то подростковых высыпаний и кончая действительно более сложных, когда уже у человека есть псориаз, там, дерматиты, какие-то хронические раздражения. Но давайте все по порядку. Итак, Кустахар йог-чурна, как бы за что он в основном отвечает? Он в первую очередь чистит кровь и улучшает качество кожи. И в аюрведе, если смотреть на различные виды дхату агни, то есть агни, находящиеся в различных тканях, то как раз качество крови напрямую связано с качеством кожи. А Кустахар, он обладает слабительной природой, выводит токсины из организма, регулирует потоотделение, что немаловажно, как раз его можно использовать для людей, у которых проблемы с потоотделением. Он очищает плазму и лимфу, что очень важно, допустим, при таких заболеваниях, как даже псориаз, то есть чистота плазмы и лимфы. Выводит паразитов, бактерий и амебы. И он стимулирует выработку желудочных ферментов, которые помогают усвоению пищи, чтобы пища правильно усваивалась, чтобы она не создавала токсины в организме, соответственно, чтобы организм был в хорошем состоянии. Итак, болезни кожи в основном возникающие из-за повышенной питы, жара. Иногда они связаны с капхой и ватой, иногда нет. И, конечно же, болезни в результате принятия пищи, вызывающие повышение питы. Или когда огонь пищеварения работает неправильно, антарагни, то есть огонь различных видов пищеварения. Ну и, конечно же, когда много жара. В основном он применяется для взрослых примерно 1 чайная ложка 2-3 раза в день через 30 минут после еды. Детям можно, в зависимости до 6 лет 1/4, от 6 до 12 половину. Я очень часто даю подросткам, которые там 10, 11, 12, иногда там 17-18 лет, у которых там перед половым созреванием или после, во время полового созревания, там высыпание. Очень эффективно, причем очень быстро помогает. И, в принципе, в течение месяца человеку реально становится лучше, а через какое-то время вообще проблемы проходят. Ну и также эту чурну, порошок, можно наносить в виде пасты при псориазе, при лейкодермии, при витилиго, прямо на место, давать ей немножко высохнуть, различные воспалительные процессы на коже.
и, соответственно, просто паста из порошка и теплой воды. Второй препарат, он всегда идет с куста Хары Чурна, это Юкрут Ароги Чурна. Мы понимаем, что природа питы, она, конечно же, связана с печенью, и Юкрут Ароги Чурна – это как раз препарат, который можно давать при заболеваниях печени, желчного пузыря, селезенки и поджелудочной железы. То есть всегда, когда высыпание на коже, всегда, когда, допустим, там, повышенная или пониженная кислотность, всегда, когда у человека густая кровь, я даю Якрут Ароги Чурна, потому что она является гепаторопротектором. Это восстановление клеток печени, то есть восстановление функции печени. Для любого человека, для ведущего здоровый образ жизни, для ведущего беспорядочный образ жизни, для алкоголика, Якрут Ароги Чурна очень хороша именно для восстановления работы печени. И Якрут Ароги эффективен при любых заболеваниях печени, желчного, селезенки и поджелудочной. Восстанавливает клетки печени, а зашлакованные или измененные в результате длительного употребления антибиотиков, алкоголя, каких-то синтетических препаратов, или просто когда человек, допустим, работает в какой-то среде не очень понятно. А клинические показания, то есть различные проблемы кожи, псориаз, экзема, угри, нейродермит, витилиго, сыпь, раздражение и плохо заживающие раны. Острые хронические, токсические, вирусные гепатиты, жировой гепатоз, абсцесс, цирроз печени, гипергликемия, ожирение, нарушение обмена веществ, высокий уровень холестерина и билирубина. То есть по мере, так сказать, воздействия можно давать при различных состояниях. Конечно, густая кровь. Ним Чурна. Ним входит практически во все препараты, до этого перечислены, но для некоторых людей они употребляют как бы такой моно, любят моно, просто. Ну и потом Ним, он довольно-таки известный у нас в России, потому что его очень много лет, он уже был зарегистрирован, и его многие компании рекламируют как идеальные для кожи, идеального, к сожалению, ничего не бывает, но тем не менее Ним очень хорошо. Кстати, я, допустим, люблю из Нима делать ванны, то есть это пару раз в неделю, после промасливания, вечером, придя с работы, уставший, делаю ванну, то есть завариваю Ним, делаю из него пару литров отвара, процеживаю и заливаю в ванну и ложусь, то есть сначала масляный массаж, сам массаж, и ложусь в ванну, очень хорошо помогает. Итак, Ним можно использовать при псориазе, экземе, крапивнице, он чистит кровь и кожу, если употреблять внутрь, ну и, конечно же, он противоглистный. Притом интересно, что тоже вы не найдете это в книгах, есть такие данные, что для тех, кто был в Индии, вы, наверное, видели, что храмы очень часто окуривают вечером, особенно когда много комаров, такие жаркие дни, по храму ходят и на угли кидают травы и окуривают, чтобы комары, они боятся дыма, они улетают. Так помимо комаров, Ним считается дерево, которое выгоняет различные злые духи, злые силы из квартиры. И поэтому очень часто приглашали в дома в ведические времена, в наше время тоже используют, приглашают специальных людей, они приходят с такой чашей, там угли у них, и на эти угли бросается Ним, и вот этот дым Нима, он как бы окуривает помещение и тем самым выгоняет злых духов. Пол чайной ложки, 1 чайная ложка, можно залить стаканом кипятка, 250 мл, заварить 15 минут, крышечкой накрыть, и человек может пить 2-3 раза в день, через 10-15 минут после еды, а можно даже добавить немножко медик, потому что Ним все-таки так горькая вещь. В Индии очень часто готовят с листьями Нима, порошок Нима, чурны, она сделана, в принципе, из листьев. Готовят, то есть когда тушат овощи, добавляют чуть-чуть Нима, чтобы появилась чуть-чуть такая горчинка, то есть не то, что прям горькая горчинка. И это тоже полезно, особенно в летнее время для очищения крови. Поэтому пробуйте, Ним тоже используется как специя. И также Ним, конечно же, используется наружный в виде пасты, причем вода, паста с водой, иногда паста с медом, если это не аллергия, наносится на проблемные районы кожи, в том числе даже вокруг раны и раны.
И также, конечно же, отвар из нимба можно добавлять в горячую ванну, можно добавлять, втирать пасту в корни волос, оставлять, пока она засохнет, промывать, потому что есть шампуни тоже с нимом. То есть он полезен, в принципе, для кожи, кожных заболеваний, в том числе для улучшения качества волос. Трифола Барат Чурна – это та же трифола, просто более крупные кусочки. То есть здесь этот препарат его можно давать при ухудшении зрения, при диабете, ну и, конечно же, при различных незаживающих ранах, связанных с кожными заболеваниями. И также трифола Барат Чурна, из нее легче делать отвары, использовать для ванны, можно использовать для улучшения состояния кожи, эластичности кожи. Кожа будет очень приятная и мягкая на вид, если вы принимаете часто ванну, допустим, из трифола Барат Чурна. Что касается масел, ну, пожалуй, для кожи, конечно же, все масла подходят. И Махадарайна, и Ашваганда, и Бала Ашваганда, и другие. Но, пожалуй, масло с трифолой самое эффективное. То есть, конечно, масло трифолы, то есть, или трифола тайла, то, что на чисто таком, ну, в Индии можно найти, тайла это масла, они обладают, ну, как бы есть разные формулы. Так вот, масло трифола конкретно в данном ее варианте, помимо, что там есть трифола, там есть еще и другие травы. И, конечно же, она убирает лишний вес, застой лимфы, отечность, целлюлиты. Используется при сухости волос, перхоти, проблемы кожи, головы и проблемы ногтей. То есть это втирание в корни волос, это втирание вокруг ногтей, промасливание самих ногтей. Сухая дряблая кожа лица, тело, акне, экземы. То есть масло трифола более нежное, чем другие масла, и оно не такое горячее, поэтому можно носить на лицо.